Как посадить вокал в микс? Обычно, когда задается этот вопрос, подразумеваются какие-то методы и приемы, какие-то манипуляции с обработками, с динамической обработкой. Но, на мой взгляд, этот вопрос решается гораздо раньше. И до момента, когда нужно рассматривать приемы обработки вокала, нужно понять те причины, которые затрудняют размещение вокала в миксе, если можно так сказать. Причины, их несколько. Первая причина – это плохое исполнение вокалистом. Это когда проблемы с нотами, с ритмикой, когда человек меняет позицию голоса, уводит там куда-то в нос, или там опускает звук в ключицу или куда-то в грудь. Когда вокал ведет себя таким образом, он меняет тембральный окрас, что усложняет работу по размещению его в миксе и поиску его, так сказать, его места. Вторая проблема, на мой взгляд, не менее важная, это проблема аранжировочного характера. Дело в том, что когда мы работаем с вокалом, мы работаем с некой константой, мы работаем с человеком, и у человека есть какой-то диапазон нот, в которых он звучит, есть константа его тембр голоса, ну и конкретная песня. И если посмотреть с этой точки зрения на вокал, ну вот представьте себе рояльную клавиатуру фортепиано, где все поделено на октавы. И когда мы работаем с голосом, голос занимает конкретную октаву, конкретное место вот в этой линии. Соответственно, если в аранжировке вот в это место, в эту тесситуру, где находится голос, запихнуть еще какие-то инструменты, к примеру, какие-то клавишные подклады или гитарные партии, то здесь возникают проблемы. Возникают проблемы маскировки, и, естественно, при сведении это усложняет работу над вот именно над вот этой вот усадкой вокала в микс. Это, в принципе, касается любого инструмента. Еще одна проблема, она заключается в том, что голос плохо записан. Именно технически плохо записан. К примеру, если вы записали вокал в плохом помещении, где была сильно гребенчатая фильтрация, то это скажется на сигнале. То есть будут какие-то выпадения, голос также может вести себя непредсказуемо, то есть где-то он может гундосить, да, там где-то будет нагрузка по низким частотам, где-то, наоборот, они будут проваливаться, и у вас будет доминировать верхняя область. Это тоже все усложняет работу над вокалом. Есть, конечно, еще такой момент, как неопытность человека, который занимается сведением, но поверьте, если у вас хорошо записан голос, хорошее исполнение и хорошая аранжировка, даже если у вас маленький опыт сведения, то вам все равно удастся как-то посадить вокал в микс. Мне кажется, это очень важно, это важные аспекты. И до того, как мы начинаем решать вопросы, как обработать вокал, как его там эквализировать, какие применять пространственные обработки, динамические обработки, все эти разговоры про параллельную компрессию. Все это не работает, если не решены вот эти вот главные изначальные аспекты. Это исполнение, аранжировка и качество записи. Всем добра, хороших вам записей, старайтесь делать хороший трекинг, думайте над аранжировкой, не захламляйте тесситуры, и у вас все получится. Привет.